Лукашенко боится белорусов и Запад, НАТО проводит учения в районе потенциальной точки столкновения с Россией, а Варшава готова помогать Киеву пополнять армию. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Тайная передача состоялась. Киев уже имеет дальнобойные ракеты, однако в США говорят, что в ближайшие недели России удастся продвинуться вперед. Украина по-прежнему испытывает серьезное давление на поле боя. Полем битвы между РФ и НАТО может стать Сувалский коридор. Силы Альянса просчитывают, за сколько часов смогут остановить Россию. В этом году мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником. Лукашенко призывает мир сыграть с Россией в ничью. Нелегитимный рассказал о своих страхах и не смог выговорить название американских ракет. Чтобы вы понимали, делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под роликом. Начинаем. Москва начала пополнять запасы своего вооружения. Уже какая-то часть, а возможно даже большая из того, что производит российский ВПК, сейчас отправляется не только на фронт, но и на военные склады. Об увеличении производства и его принципиально новом уровне говорит министр обороны Германии Борис Писториус. Это связано с тем, что Путин перевел экономику на военные рельсы, говорит немецкий министр. Он, кстати, считает, что у российского диктатора есть новые планы по эскалации. Тем временем в США заявляют, что в ближайшее время российские оккупанты могут попытаться продвинуться вперед. В течение последних 6 месяцев Украина была вынуждена ограничивать количество боеприпасов, и это привело к потере части территории на востоке, включая Авдеевку. Украина по-прежнему испытывает серьезное давление на поле боя, и, безусловно, возможно, что Россия сможет добиться дополнительных тактических успехов в ближайшие недели. За последние несколько недель Россия пыталась добиться очень медленного и долгостоящего прогресса на нескольких направлениях фронта. В Американском институте изучения войны тем временем проанализировали, как появление Атакамс может изменить ситуацию на поле боя. Напомню, по информации New York Times, ВСУ получили более 100 ракет Атакамс дальнего радиуса действия, то есть способные поразить цели на расстоянии до 300 километров. Атаки по российской логистике и авиации в глубоком тылу, вероятно, будут иметь оперативное значение, но только если украинские силы успешно скоординируют их наземными операциями, чтобы использовать ослабленные возможности россиян в результате таких ударов. Тем временем аналитики Deep State сообщают, что в Донецкой области россияне продвинулись в Соловьево и Красногоровку. Кроме того, бои продолжаются у Очеретина, Часов Яра, Первомайского и Новомихайловки, сообщает Deep State. В то же время в сводке Генштаба ВСУ лишь говорится, что украинскими войсками за последние сутки были отбиты 27 атак противника. Они затрачивают свои силы для того, чтобы продвигаться вперед, и не хватает восстановиться в полном объеме. Однако этих сил достаточно для того, чтобы все-таки продвигаться, особенно на Авдеевском, Бахмутском направлении. Они имеют задачи, которые пропаганда их показывает все время относительно захвата областей Луганской, Донецкой в границах административных. Дважды за сутки польский министр обороны заявил, что Варшава готова помогать Киеву вернуть военнообязанных мужчин в Украину. Косиняк-Камыш так прокомментировал решение украинского МИДа, который поручил консулам прекратить оказывать услуги мужчинам призывного возраста. Польский министр взялся отвечать за всех поляков, заявив, что кому-то не нравится то, что украинские мужчины посещают галереи и отели. Тем не менее, уточнил, что вопросы рекрутинга в армию – это вопросы украинского правительства. To jest zadanie państwa ukraińskiego.
Это задание Украины, но знаю, что возникают большие вопросы у поляков, когда они видят молодых людей в галереях, в гостиницах, и когда понимают, что есть необходимость в этих новобранцах в Украине, а такая необходимость есть. Армия украинская должна пополниться новыми людьми. Польша готова помогать Украине, но процесс рекрутинга связан с действиями украинского правительства. А вот в МВД Германии заявили, что решение Украины не оказывать консульские услуги украинским мужчинам за рубежом не отразится на статусе украинцев, находящихся в Германии как беженцы. Если же гражданин Украины не сможет предоставить необходимые документы, в МВД Германии заявили, что каждый случай будут решать ведомства федеральных земель, в частности, ведомства по делам иностранцев. Сувалкский коридор – вероятная точка новой войны между Россией и НАТО. Это направление, как потенциально горячее и опасное, определяют военные аналитики Запада. Они считают, что именно сюда Путин мог бы отправить свои войска. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Авторы публикации пишут, если НАТО и Россия вступили бы в войну, то американские войска и войска союзников были направлены бы в страны Балтии для того, чтобы заблокировать дальнейшее продвижение российских войск. Учитывая все риски, сейчас НАТО проводит масштабные военные учения. Обороне Сувалкского коридора уделяют особое внимание Польша и Литва. В НАТО же впервые говорят, что учения проводят, понимая, кто их противник. В этом году мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником. В то же время правая рука Кадырова, Апти Алаудинов, которого, кстати, считают его потенциальным преемником, внезапно раскрыл планы российских оккупантов. Говорит, что цель – уничтожение Североатлантического альянса. Кроме того, Алаудинов считает, что произойдет это через 6 лет. В 2030 году, по мнению этого военного преступника, закончится и война в Украине. И теперь новости из Зазеркалья Лукашенко. Забыв, как предоставил возможность российским войскам напасть на Украину, зайдя через Беларусь, Лукашенко говорит, что Минск в конфликт хочет втянуть не Москва, а Вашингтон. И по мнению самопровозглашенного, горячая точка в Украине – это риски для Беларуси. Не нравится диктатору и активность стран НАТО, а также военные учения, которые проводит Альянс. Испугавшись или же получив очередное указание из Кремля, Лукашенко говорит, что Западу прямо сейчас надо сыграть в ничью с Россией. Не нравятся нелегитимному и ракеты «Атакамс», которые получили украинские силы обороны. Правда, выговорить название этого дальнобойного оружия Лукашенко не в состоянии. Сейчас они уже не обуславливают поставки «Атакамс» и других дальнобойных боеприпасов. И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово. НАТО, конечно, с подачи Штатов настойчиво декларирует необходимость интенсивной милитаризации Европы. И речь не идет о защите, об отражении какой-то агрессии. Чтобы вы понимали, делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала. Боится Лукашенко не только НАТО, но и белорусов. Бандитами, наемниками и предателями он называет не себя и своих пособников, а тех, кому из-за действий режима пришлось покинуть родную страну. Бывший президент не стесняется признаваться в преступлениях против человечности и говорить о том, как работает репрессивная машина внутри республики. Напомню, что правозащитники «Весны» назвали общую цифру задержаний лишь за первый квартал 2024 года. Итак, с 1 января по 31 марта в Беларуси насчитывалось как минимум 987 задержаний. Кроме того, правозащитникам известно о 1600 судах по админделам за 3 месяца этого года. Несмотря на эти данные и несмотря на отчеты ООН и миграционный отток людей из страны, Лукашенко лицемерно говорит, что он не предавал белорусов и никогда не предаст. Спецслужбы Беларуси и России пытаются вмешиваться в выборы в Европарламент. Это сейчас одна из важных целей Минска и Москвы, считает польский премьер-министр Дональд Туск. Он говорит, что эту активность уже видно, ее отслеживают в том числе и в Польше.
Туск называет предстоящие выборы в Европейский парламент одними из самых важных в послевоенной истории его страны. Пройдут они, кстати, с 6 по 9 июня во всех странах ЕС. Если мы не будем едины, как весь Запад, а наша ответственность за Европейский Союз особая, и у нас есть шанс сыграть ведущую роль, если мы не справимся с этой задачей, если мы не будем едины, то Украина не выиграет эту войну. Единственный шанс для Украины успешно защититься от российской агрессии – это объединенная Европа, объединенный Запад, который способен помочь Украине в этой войне. Альтернативы этому нет. Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Китай воздержался от голосования, а вот остальные члены Совбеза поддержали документ. В Вашингтоне считают, что поведение России вполне понятно, ведь есть основания считать, что Москва разрабатывает противоспутниковое ядерное оружие, которое будет размещено в космосе. Ранее об этом уже говорила разведка США. Мы только начали понимать катастрофические последствия ядерного взрыва в космосе, как он может уничтожить тысячи спутников, которыми управляют страны и компании по всему миру, и вывести из строя жизненно важные коммуникационные, научные, метеорологические, сельскохозяйственные, коммерческие службы и службы национальной безопасности, от которых мы все зависим. Учитывая такие серьезные последствия для долгосрочной устойчивости космического пространства и целей устойчивого развития, не должно быть никаких сомнений в том, что размещение ядерного оружия на орбите было бы беспрецедентным, неприемлемым и крайне опасным. В России буквально несколько дней назад Лавров прямым текстом говорил, что они не хотят никаких диалогов с Америкой по вопросу контроля над вооружениями. У Небензи же своя версия, опять Россию все притесняют и якобы игнорируют. Удивительно, но в этот раз обошлось без упоминания о боевых комарах. Сегодня наш Совет вновь вовлечен в подготовленный Соединенными Штатами нечистоплотный спектакль и сталкивается с циничным подлогом и обманом. На этот раз продвигаемым американскими и японскими авторами выносимого на голосование проекта. На первый взгляд он выглядит безобидно и даже позитивно, поскольку формально посвящен весьма важной для международного сообщества теме – неразмещению оружия массового уничтожения в космосе. Однако за этой ширмой скрывается лукавый план наших западных коллег, не имеющий ничего общего с этой благородной задачей. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Супер спасибо» под роликом и стать постоянным спонсором нашего канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.